Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о российском актере Константине Хабенском и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сегодня утром глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков официально поздравил актера Константина Хабенского, который недавно оправился после тяжелых ранений, со вступлением в антикоррупционный комитет. Отныне 52-летний артист, главный герой фильма «Адмирал», будет стоять на страже порядка и справедливости в мире шоу-бизнеса и культуры на территории Российской Федерации. Помимо этого, напряженная работа в антикоррупционном комитете для Константина Юрьевича Хабенского – это единственная возможность забыть о страшном семейном горе, которое он пережил 1,5 месяца назад. Зрители с большим стажем могут помнить, что в результате страшной трагедии в развлекательном комплексе в Крокус-Сити Хабенский потерял своего родного сына Арсения. Константин Юрьевич чуть не оказался в местах лишения свободы, так как, не выдержав страшного горя, он расправился с одним из совладельцев развлекательного комплекса, близким другом семьи Агаларовых, Рамзаном Даудовым. Однако стало известно, что и другие виновники преступления, совладельцы развлекательного комплекса, не ушли от заслуженного наказания. Пресс-служба антикоррупционного комитета передает чрезвычайную новость из города Баку. Вчера поздно вечером в столице Азербайджана, городе Баку, был взорван 8-метровый лимузин, который принадлежал семье Агаларовых и их друзьям. В результате чрезвычайного события погибли 3 виновника трагедии совладельца развлекательного комплекса, а именно Тимур Гаджиев, Айдар Казбеков и Ильгиз Карасев. Отец и сын Агаларовы выжили, но, по всей видимости, останутся инвалидами, так как в критическом состоянии были доставлены в больницу. На данный момент они находятся в реанимации. Нападавшие не были задержаны, однако есть предположение, что к преступлению могут быть причастны родственники погибших во время трагедии в развлекательном комплексе Крокус-Сити. Напомним, что еще месяц назад по требованию антикоррупционного комитета семья Агаларовых была арестована. Однако позже по приказу Верховного Главнокомандующего известные бизнесмены вновь оказались на свободе. Однако судьба распорядилась так, что владельцы Крокус-Сити получили заслуженное наказание. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сегодня большая радость у членов антикоррупционного комитета известных певцов Николая Расторгуева и Александра Маршала. Их сыновья вернулись с передовой спецоперации. Молодые люди, которые находились в служебной командировке почти 3 месяца, остались живы и невредимы. Сын другого члена антикоррупционного комитета Яны Поплавской до сих пор находится на спецоперации, где работает военным корреспондентом. Стало известно, что в организацию по борьбе с преступностью и коррупцией вступил известный советский и российский актер, 82-летний Михаил Жиголов. Члены антикоррупционного комитета готовятся к поездке на передовую спецоперации, посвященную празднику 9 мая, чтобы вручить героям России ценные подарки, денежные премии и дать музыкальные концерты. В городе Ярославле по инициативе антикоррупционного комитета было открыто второе бесплатное маршрутное такси на территории Российской Федерации для пенсионеров. Член антикоррупционного комитета, известный артист Владимир Винокур, даст 2 бесплатных концерта на территории Российской Федерации в городах Ханты-Мансийске и Тюмени. Выступления артиста запланированы на 12 и 16 мая. Все гонорары от выступлений пойдут на строительство детских больниц в этих городах. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.